Ани Лорак – украинская певица, актриса и телеведущая, народная артистка Украины, завоевавшая второе место на Евровидении 2008 с композицией «Shady Lady». Трудное детство. Каролина Мирославовна Куёк родилась 27 сентября 1978 года в небольшом городе Кицмань Черновицкой области Украинской ССР. У новорожденной уже было два старших брата – Сергей и Игорь, а позже, в 1985 году, появился младший братик Андрей. Отец Каролины – Мирослав Иванович Куёк, окончивший музыкальное училище по специальности дирижер и филологический факультет Черновицкого университета, работал журналистом, а мама – Жанна Васильевна Линькев. Была диктором на местном радио. Каждое утро город просыпался под звуки ее голоса. Судьба сложилась так, что родители Каролины развелись еще до ее рождения. Малышку было решено назвать Ольгой, но бабушка-полячка настояла, чтобы новорожденная получила имя Каролина. После развода Жанна, 17 лет, состояла в незарегистрированном браке с мужчиной по имени Василий. Отчим любил приложиться к бутылке, почти не приносил домой денег. Детство Каролины было бедным и голодным. В 80-х семья перебралась в город Черновцы, где Жанне предложили вакансию диктора. Денег едва-едва хватило на крошечный дом, состоявший из кухни и единственной комнаты. В доме не было ни отопления, ни водопровода. Воду носили из колодца, туалет тоже был на улице. Поначалу у семьи не было даже мебели. Какое-то время Жанна с детьми спала на одном матрасе. Чтобы согреться холодными ночами, ребята жались друг к дружке. Зарплаты женщины не хватало даже на еду, поэтому Каролина никогда не чувствовала сытости. Она не знала о том, что такое новые вещи. Ей они доставались от среднего брата, который, в свою очередь, получал их от старшего. Одежда и обувь были велики малышки на пару размеров. Когда в 1985 году в семье появился новорожденный Андрей, маме пришлось отдать Игоря и Каролину в интернат. Казенная одежда и непритязательная пища из столовки казались Каролине чем-то из области волшебства. И это несмотря на то, что более наглые и сильные сверстники порой съедали ее ужин. Иногда ее навещал папа, каждый его приход был праздником, ведь он отводил дочку в детский мир и покупал игрушки, а на прощание дарил кулек конфет. Он предлагал детям переехать к нему, но те боялись обидеть маму. И хотя Каролине приходилось жить вдали от семьи и домой возвращалась только на выходные, она никогда не чувствовала обиду и злость в адрес родителей. Не по годам мудрая и самостоятельная, она понимала, так сложились обстоятельства, не от хорошей жизни и ее сдали в интернат. По крайней мере, мои родители живы и любят меня, думала она, наблюдая за другими детьми, чьи родители либо сидели в тюрьме, либо не просыхали. В 1987 году старший брат Сергей, уделявший особенно пристальное внимание развитию вокальных способностей сестры, погиб в Афганистане. Семье выделили трехкомнатную квартиру, и у Каролины впервые в жизни появилась собственная комната. Она пошла в обычную школу, где над ней издевались из-за ее интернатского прошлого и безразмерной потрепанной одежды. Начало карьеры. С ранних лет Каролина скрывалась от невзгод и агрессии окружающего мира в творчестве. Профессионально петь девочка захотела еще в 4 года, поэтому, повзрослев, начала активно пробовать голос на школьных и городских конкурсах талантов. Еще в детском саду, как только я видела какую-то возвышенность и аудиторию, я выбегала и устраивала концерт. В 9 лет девочка одержала первую значимую победу. Ей вручили 10 рублей. Стала ездить в школу как королева, не на автобусе, а на маршрутке. Вспоминала, как распорядилась первыми заработанными деньгами Ани Лорак. Половину денег она отдала маме и, почувствовав гордость за пополнение семейного бюджета, стала мечтать, как вырастет и будет зарабатывать уже более серьезные деньги своим талантом. К тому же, отдача зрительского зала отчасти заменяла ей отсутствие родительского внимания, поэтому Каролину магнитом тянула на сцену. У меня были амбиции стать артистом мировой величины. Только так я себя настраивала и воспитывала. В 1992 году Каролина стала победителем популярного фестиваля локального масштаба «Первоцвет», где также познакомилась с Юрием Фалесой, представителем продюсерского центра «Титан». Так девушка подписала первый контракт и стала называть себя профессиональной певицей. Старшие классы она окончила экстерном без единой тройки. В 1995 году 17-летняя певица выступила в российском шоу юных талантов «Утренняя звезда» с песней «Боже мой». Когда девушка подавала заявку на участие, оказалось, что в программе уже значилась певица по имени Каролина. Поэтому пришлось придумывать псевдоним.
девушка прочитала свое имя наоборот и предстала перед зрителями как новорожденная Ани Лорак. После дебюта на телевидении девушку признали открытием года по итогам опроса зрителей. Она переехала в Киев. В июле 1995 года выступила на международном музыкальном фестивале «Таврийские игры», где была награждена статуэткой «Золотой жар птицы». А в сентябре заняла второе место на фестивале «Червона рута». К этому моменту Ани Лорак закончила работу над дебютным альбомом «Хочу летать», записанным в стиле джаз-рок. В начале 1996 года пластинка была выпущена английской студией Holly Music тиражом 6000 экземпляров, однако по неизвестным причинам ни одной копии на родину певицы так и не попало. Летом того же года Каролина снова приняла участие в Таврийских играх, на этот раз в сопровождении американской группы The Blues Brothers, и была номинирована на премию «Золотая жар птица» в категории «Лучшая певица». Летом 1997 года артистка в третий раз покорила Таврийские игры с видеоклипом на композицию «Я вернусь», которая стала заглавной песней второго студийного альбома Ани Лорак, вышедшего спустя несколько месяцев. В начале 1999 года Ани Лорак отправилась в первый крупный гастрольный тур. В списке городов значились мегаполисы США, Германии, Франции, Венгрии и, конечно, города Украины. По возвращении на родину Ани Лорак стала самой молодой заслуженной артисткой Украины и познакомилась с композитором Игорем Крутым. Итогом их сотрудничества стала песня «Зеркала» и «Свежий контракт», вступивший в силу в 2000 году. В конце 2001 года Ани Лорак выпустила четвертый сольный диск под названием «Там, где ты есть». С очередных Таврийских игр, проводившихся летом того же года, девушка увезла домой еще одну «Золотую жар-птицу» за победу в номинации «Лучшая певица года» и «Золотой диск», который ей присудили за впечатляющие результаты продаж последнего альбома. В 2004 году вышел альбом под названием «Ани Лорак». Он быстро заполучил статус золотого, а песня «Три привычных слова» была признана песней года. В 2005 году Ани Лорак задумалась о покорении англоязычных слушателей. В продажу поступил ее шестой сольный альбом «Смьюл». Одноименная композиция в исполнении певицы должна была представлять Украину на международном конкурсе Евровидения. Евровидение. Ани Лорак с песней «Смайл» стала фаворитом национального отбора на международный музыкальный конкурс Евровидение-2005, который должен был пройти в Киеве. Однако во время финальной части отбора вмешался вице-премьер Украины Николай Томенко. По его настоянию, минуя предварительные отборы, на Евровидение поехала группа «Гринджолы», прославившаяся композицией «Разом нас богато» в период Оранжевой революции. Коллектив выступил крайне неудачно, по мнению подавляющего большинства критиков, заняв 19 место из 24 возможных. В 2008 году Ани Лорак предприняла еще одну попытку оказаться среди участников Евровидения, и на этот раз фортуна повернулась к девушке лицом, представив зрителям конкурса свежий сингл «Shady Lady», музыку для которого написал Филипп Киркоров. Она заняла второе место, уступив первое Диме Билану с песней «Believe». Позже Ани перепела песню «Shady Lady» на русский язык, композиция «С неба в небо». После выступления на Евровидении и без того популярная певица оказалась на вершине музыкального Олимпа. В эфире украинских и российских радио и телеканалов активно ротировались песни из нового альбома «Солнце», который получил статус платинового, а также принес певице российскую награду «Золотой граммофон». Певица приняла участие в записи альбома в поддержку людей, живущих в ВИЧ. В рамках проекта она представила композицию «Я люблю», записанную совместно с ВИЧ-положительным молодым человеком по имени Влад. В том же году Ани Лорак записала совместную композицию с Тимуром Родригесом «Увлечение». Получила приглашение выступить совместно с певицей Анастейшей и дала согласие на участие в туре с Украиной «В сердце» в поддержку Юлии Тимошенко. В ноябре девушка стала ведущей детского Евровидения, а в конце года появилась в студии рождественских встреч Аллы Пугачевой с лирической балладой «Жду тебя». Следующий альбом Ани Лорак «Зажигай сердце» вышел лишь в 2013 году. В 2014 году певица вместе с Сергеем Лазаревым, Святославом Вакарчуком и Тамарой Гверцетели стала наставником в 4-м сезоне шоу «Голос Украине». Сентябрь 2016 года принес поклонникам творчества Ани Лорак долгожданный подарок – новый 15-й альбом «Разве ты любил?»,
записанный в соавторстве с Игорем Николаевым и Игорем Крутым. В трек-лист вошли 20 песен, включая 2 дуэта с Григорием Лепсом. За считанные часы после выхода релиз занял первую строчку в чартах российского и украинского iTunes. Критики утверждали, что это самый взрослый альбом певицы. Пластинка была удостоена награды Муз-ТВ в номинации «Лучший альбом года». Клип на заглавную песню альбома вышел в 38-й день рождения певицы и произвел фурор, во многом благодаря стараниям клипмейкера Алана Бадоева, с которым Ани Лорак сотрудничала в 3-й раз. 2017 год запомнился поклонникам певицы выходом синглов «Сопрано» совместно с Мотом и «Проститься» совместно с Эмином Агаларовым. Актриса, модель и общественный деятель. В 2001 году Ани Лорак дебютировала в качестве актрисы с ролью Оксаны в комедийном мюзикле «Вечера» на хуторе близ Диканьки. И ее партнером стал Олег Скрипка, исполнивший роль кузнеца Вакулы. Также Ани можно было увидеть в роли Земфиры в мюзикле «Цыгане» и лейтенанта медслужбы в картине «Бери Шинель», а также в образе Фаншеты в мюзикле «Безумный день» или «Женитьба Фигаро», где кроме Ани Лорак снимались и другие выдающиеся артистки с украинскими корнями: Анастасия Стоцкая, Лолита Милявская и несравненная София Ротару. Голосом певицы говорят малыш в дубляже норвежского мультипликационного фильма «Карлсон», который живет на крыше 2002, а также пчелка Сусуму и котик Бруно из эстонского мультфильма «Приключения Лоты» из Самоделкина 2007. Ани Лорак выпустила 3 книги для детской аудитории: «Как стать принцессой», «Как стать звездой» и «Как стать кулинарной звездой за 7 дней». В 2010 года Ани Лорак стала моделью косметики Oriflame, при этом являясь также лицом туристической фирмы Tour Test Travel и бренда Schwarzkopf. Девушка являлась послом доброй воли ООН по вопросам СПИДа и ВИЧ на Украине, а также являлась лицом благотворительной программы «Сиротству нет». В 2005 году певица была удостоена ордена Святого Станислава IV степени и офицерского креста за укрепление международного авторитета Украины, высокий профессионализм, высокие творческие достижения, благотворительную деятельность и верность рыцарским идеалам. После начала военных действий на Донбассе Ани Лорак продолжила выступать в России, в результате чего подвергалась преследованию украинских националистов на Украине. 3 августа 2014 года около сотни протестующих собрались возле одесского клуба «Ибица», где готовился концерт Ани Лорак. Начальник одесской милиции Иван Катеринчук, а также губернатор Одесской области Игорь Палица осудили позицию певицы, которая, по их словам, являлась антиукраинской, но также раскритиковали действия протестующих. Тем не менее, певица остается востребованной и на Украине, и в России, своим творчеством доказывая, что настоящее искусство находится вне политики. Личная жизнь Ани Лорак. Первым мужчиной в жизни Ани Лорак стал продюсер Юрий Фалеса, с которым она познакомилась в 12 лет, по другим данным, в 13. Мужчина был старше Каролины на 18 лет. Его сразу заинтересовала стройная девчушка, умело подражающая голосам других певиц. Он предложил ей сотрудничество, познакомил с семьей. Жена Юрия приняла ее как дочь, а дети подружились с ней. В одном из интервью продюсер обмолвился, что лишил певицу девственности в 13 лет, не подозревая, насколько юна его подопечная. В 1997 году, когда Ане исполнилось 19, они стали жить вместе как пара. Роман продолжался до 2005 года, когда Каролину не пустили на Евровидение по приказу президента Ющенко, который предпочел отправить на конкурс группу «Гринджол». Творческий и семейный тандем впал в глубокую депрессию. По словам Юрия, Аня обвинила в провале именно его, и вскоре они уже не могли ни жить, ни работать вместе. Юрий оставил все авторские права бывшей возлюбленной. При этом, по словам Юрия, в начале 2000-х Аня сблизилась с женатым футболистом Сергеем Ребровым. В 2005 году Ани Лорак отдыхала в Анталии, где познакомилась с 30-летним Муратом Нолчиджиоглу, подданным Турции. В 2009 году он сделал ей предложение. 15 августа того же года пара расписалась в Центральном ЗАГСе Киева. Через неделю на родине супруга состоялась торжественная церемония. 200 гостей, горячие турецкие танцы, огромный многоярусный торт и ослепительный фейерверк, подытоживший этот знаменательный для молодоженов день. В июне 2011 года у пары родилась дочка София Муратовна. Ее крестным отцом стал Филипп Киркоров.
В отличие от многих звездных родителей, Ани старается не знакомить дочь с миром шоу-бизнеса, по крайней мере в таком нежном возрасте. Правда, в 5 лет малышка впервые спела на сцене. В 2015 году супруги открыли ресторан турецкой кухни «Мангал», вдобавок к заведению Angel Lounge, которое с 2006 года принадлежало Ани Лорак. В начале 2019 года имя певицы чаще появлялось на страницах таблоидов не благодаря творчеству, а из-за бракоразводного процесса. Сообщалось, что Ани вместе с дочерью сбежала в Иерусалим после неоднократных измен мужа. Чуть позже журналисты выяснили, что Ани ушла от мужа еще в 2017, однако официально развод был оформлен лишь в 2019 году. Близкие друзья Ани утверждали, что она пыталась сохранить семью до последнего. Супруги жили на 2 страны, и из-за частых разлук брак затрещал по швам. После ухода Лорак Мурат лишился ее финансовой поддержки, и его ночной клуб прогорел. Разорвав отношения с Аней, он стал встречаться с моделью Самией Ахметовой. Вернуть веру в любовь Ани помог молодой артист лейбла Black Star Егор Глеб. Несмотря на то, что молодой человек младше Ани Лорак на 14 лет, на новой волне, куда они впервые выбрались в свет вместе, пара выглядела очень счастливой. Ани Лорак сейчас. Весной 2019 года певица выпустила клип на новую и очень личную песню «Я тебя ждала». Спустя еще несколько месяцев Ани Лорак поделилась с подписчиками еще одним видео, в этот раз на песню «Мы нарушаем». Оба клипа набрали около 10 миллионов просмотров на YouTube. 2020 год стал не менее насыщенным для певицы. Поклонники Ани Лорак оценили ее клипы «Я бы летала», «Обещаю твоей любимой». Творчество певицы продолжает быть актуальным. В сентябре 2020 года Ани Лорак отметил своей премией журнал «Глэма». По версии жюри, девушка стала самой стильной знаменитостью года. В октябре этого же года стало известно, что Лорак записала совместную композицию со своей дочерью Софией.